Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». В мире, где больше взрослых людей, обществу непонятно, что делать со старшим поколением. Человек вольно или невольно, хочет или не хочет, но стареет, и у каждого отрезка жизни есть свои задачи. Для одной дамы, например, юность кажется тяжелой и неуютной, а в свои 73 года она чувствует себя гораздо комфортнее. Это чрезвычайно важный момент. Мы должны научиться жить хорошо в том возрасте, который у нас сегодня. Говорят, к старости надо готовиться. Но как к ней готовиться, когда плохо видишь, плохо слышишь, плохо соображаешь? Что мы можем сделать, чтобы наше собственное старение не стало депрессивным для нас, для окружающих, не накладывало на них сверхобязательства? Старость не ввергает нас в ужас и отчаяние, а наоборот, наполняет жизнь совершенно другими ощущениями и красками. Поэтому мы бережем то, что у нас есть. Знаем, что это не вечно, ценим, потому что оно имеет свойство покидать нас. Когда говорят: «А на что вы рассчитываете? Вам 70 лет, что вы хотите?» Это меня просто бесит. Я хочу, чтобы не было возраста дожития, чтобы не было ситуации, когда мы относимся к зрелым людям как к какой-то общественной обузе. Сейчас главный посыл такой: у нас столько стариков, каждый год их больше, и как же нам дальше строить экономику? А это невероятный ресурс. Мы не пользуемся ими и наполовину. Мы теряем наших стариков как полноценных объектов социализации только потому, что они не успевают за соцсетями, гаджетами и всем прочим. У поэтессы Елены Шварц есть такие стихи. «Как стыдно стариться, не знаю почему. Ведь я зарока не давала не уходить в ночную тьму, не ускользать во мрак подвала, себе сединами светя. Я и себе не обещала, что буду вечное дитя. Но все ж неловко мне невольно. Всем увядание очевидно. Я знаю, почему так больно. Но почему так стыдно, стыдно?» Только она могла так объяснить, почему так ужасно старение. Не потому, что это больно, а потому, что стыдно. Это одна из вещей, о которой задумываются все пожилые, и с этим нужно что-то делать. Есть прекрасные женщины элегантного возраста, с которыми приятно беседовать. Они красивы и умны, потому что в них есть душевная красота и стойкость духа, которая позволяет им импульсивно совершать героические поступки и вызывать восхищение у мужчин. Мне не нравится это ханжество, когда старость относят к какому-то совершенно запредельному возрасту. Идет по улице потрясающая старушка, худая и очень красивая. Выясняется, что она балерина. Вот это красота! Ни одна девушка не может с ней соперничать, потому что у нее балетная постановка тела. Какое-то внутреннее свечение, не продиктованное ничем, ни круассанами, ни кофе, ни проживанием в Париже. Очень бы хотелось, если стареть, то стареть именно таким образом. Вот отрывок из одного письма. Старость – это дар. Да, отражение в зеркале иногда пугает. Да, я бываю забывчивой, но старость освободила меня. Мне нравится человек, которым я стала. Я даже заработала право ошибаться. И да, я буду есть сладкое на десерт каждый божий день. На самом деле в старости ничего хорошего нет. Это процесс, который ты живешь каждый день. Утро начинаешь с того, что делаешь зарядку, потому что если ее не сделать, то кости скрипят. Я это терпеть не могу, но я это тем не менее делаю, просто чтобы двигаться. 3 года тому назад я решила купить мотоцикл. Права у меня еще в юности были получены. Сняла его с тормоза и не смогла сдвинуть. И я в этот момент очень огорчилась, потому что это был один из немногих признаков ограничения старости. На мотоцикле я уже не могу. И эти ограничения догоняют каждый год. Старение происходит не ежегодно, оно происходит такими глыбами.
Живешь, вроде ничего, а потом проходит 3-4 года, бабах, ты делаешь шаг. Это не постепенная вещь, а градуальная. И каждый раз, когда я это отмечаю, это неприятно, но приходится смиряться. Надо принять это. Нет, мне сейчас лучше, чем в молодости, это точно. Но вот процесс, невзирая на физическое состояние, я сейчас себя лучше чувствую в пространстве. Я кое-чему научилась все-таки. Я не умела радоваться жизни. Вот у меня мама была исключительно в этом смысле одаренный человек. Она просыпалась с улыбкой. Она включала сразу 3 источника звука, скакала, делала зарядку. А я с 6 утра начиная спала и злилась, потому что бум-бум-бум она там скачет. И она мне все время ставила на вид. Смотри, у тебя есть апельсин, тебе нужен банан. У тебя есть банан, тебе хочется яблоко. А мне так хорошо с моим соленым огурцом. И это на самом деле склад характера. И в тот момент, когда ты начинаешь это понимать, ты уже можешь с этим работать. Очень важно понять в какой-то момент, что нужно уметь радоваться жизни. Пропустить это через себя и потихонечку двигаться в сторону радости. Например, одной женщине помогла большая удача. Она заболела раком 6 лет назад. Как ни странно, но эта болезнь ее очень сдвинула в сторону принятия жизни. Возникло ощущение, что вот эту горку, цветочек или деревце она может потерять еще немножко, и все это кончится. И вдруг у нее такая радость возникла, что все это еще есть. Поэтому от жизни следует ожидать некоторых неожиданностей. И не важно цельное мировоззрение, важен сегодняшний день. Это хорошая рекомендация. Немножко снять с себя серьезные задания и быть побеспечнее. После 30-40 для кого-то будет лестница вверх, а для кого-то лестница вниз. Приведу 2 примера. Мужчине было 68 лет, когда ему первый раз сказали, что у него есть проблемы с сердцем. В первый же день он бросил курить, а во второй день записался в фитнес-центр в 68 лет. Ему сейчас 84 года, и он занимается, и дай Бог ему здоровья. И другой пример, когда один из крупных менеджеров в 67 лет сказал: «Я перестраиваю свой дом, потому что у меня обнаружили диабет. Я расширяю двери, убираю ступеньки, потому что готовлюсь к тому, что в старости я буду ездить в кресле». И он не говорит, что это ему должны сделать жена, дети или государство. Он сам заранее думает о своем старении, о том, какая старость ему предстоит. Сегодня в фитнес-центре редко можно встретить людей старше 50 лет, которые занимаются своим здоровьем. Что это? Наша ментальность или воспитание? Как нам уйти от мысли? А пусть у меня будет пивной живот, но меня жена все равно будет любить. Никуда она не денется. Я ее содержу. Или противоположное мнение. Я сожру пельмени и заем тортом. Ничего, что у меня целлюлит. Он мой муж. Он меня, если любит, то и такой будет любить. Это ведь все преодоление стресса самыми дешевыми способами. Пельменями, алкоголем и какими-то вещами, несовместимыми со здоровой, бодрой и подтянутой старостью. Мы всегда знаем, кто виноват в том, что у нас такая плохая жизнь. И это любой человек, кроме нас самих. Это всегда кто-то. Это все, только не ты сам. И в тот момент, когда психология начнет меняться, тогда начнется совсем другая история. Самое страшное в жизни – это гибель и болезни друзей и близких. Ну, действительно, 83 года, и можете себе представить, сколько было потерь. И это количество потерь чудовищно. А что за этим стоит? За этим стоят взаимоотношения, любовь. За этим стоит часть души. Вот что думает по этому поводу Галина Воленберг. Не спрашивай о возрасте меня. Я не старею, становлюсь мудрее. Бегут в припрыжку месяцы, года. Я ни о чем прошедшем не жалею.
Своей я не пугаюсь седины и не считаю на лице морщины. Мне шепчут: вы безумно хороши, и смотрят вслед красивые мужчины. Мой средний возраст вовсе не беда. Я этих лет совсем не ощущаю. Моя душа, как прежде, молода, беспечна и игрива. Я-то знаю. Мне иногда охота пошалить. Каприз души — это такая малость. Или с утра влюбиться и любить. Какая к черту тут, скажите, старость? Не спрашивай. Мои года — мое богатство. И оно со мною. О нем я вспоминаю иногда. И остаюсь все так же молодою. Вот так-то, милые дамы. И это ощущение продолжается и дает возможность жить. Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы быть всегда на связи. Ссылка будет в описании. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!